этом небольшом видео я хотел бы рассказать, как можно буквально из подручных материалов сделать вот такой вот достаточно удобный мольберт, мольберт складывающийся для домашних и не только домашних работ. Можно такой мольберт взять и на природу в относительно безветренный день. Эти мольберты я делал для своих мастер-классов, но в принципе их можно сделать еще для каких-то школьных изо-студий, ну и тому подобных заведений. Чтобы понять, насколько просто сделать такой мольберт, скажу, что 12 мольбертов я сделал за один день, ну и на следующий день я их покрасил. То есть элементарней конструкции уже, наверное, трудно и придумать. Итак, мольберт состоит из 3 реек. В моем случае рейки сечением 20 на 30 мм. Рейки можно найти в любом строительном магазине, там, на рынке, у себя на балконе, на даче и так далее. Главное, чтобы дерево было ровное, без сучков, чтобы не повело ее. Высота реек в моем случае 140 см. Обусловлена только тем, чтобы помещалась пачка мольбертов в багажник. Вот. Для домашнего использования рекомендую взять и рейку сечением потолще и повыше. Можно до 2 метров высотой. Будет достаточно устойчиво, надежно и массивно. Нужна какая-то массивность все-таки мольберту. Крепятся 3 рейки, соединяются вот в такой узел на обычный длинный, в моем случае, мебельный болт с барашком, чтобы это можно было быстро собирать просто рукой, собирать и разбирать этот мольберт. Вот как это выглядит все в разобранном виде, вот как в собранном. Мольберт можно убрать просто за шкаф, он очень мобилен. Собственно, вот как выглядит сам узел крепления. Вот эти углы имеют угол запилов около 10 градусов, но это можно подобрать экспериментально. От этого угла будет зависеть расстояние, собственно, расстояние нижних ножек, на каком расстоянии они друг от друга будут находиться. Да, еще важный момент. Средняя рейка опорная должна быть несколько короче боковых. В моем случае это около 5 сантиметров, она короче. Это дает правильный угол наклона самого мольберта. Вот как в моем случае на столах живописная поверхность картины находится перпендикулярно взгляду рисующего, что максимально удобно для работы. То есть достаточно удобно рисовать. Так, на боковых поверхностях, по всей поверхности боковых реек высверлены отверстия диаметром 6,5 мм на расстоянии 7 см друг от друга. 7 см – это оптимальное расстояние, 10 много, 5 мало. Рекомендую 7 см. В эти отверстия вставляются вот такие вот мебельные болтики, если найдете. Очень удобно, 6-миллиметрового диаметра, на который, собственно, и опирается сам подрамник картины. Ну или же там какой-то мольберт, то есть планшет, можно что угодно, планшет для графики устанавливать. Вот. Крепятся они достаточно удобно, то есть он вставляется, и за счет своей резьбы болтик этот не выскакивает. А чтобы поменять высоту холста, достаточно быстро просто переставить их в другие отверстия. Все это быстро и достаточно надежно все это крепится. При работе сидя за таким мольбертом очень рекомендую закреплять палитру прямо в этот мольберт. В моем случае палитрой служит кусок акрилового стекла, ну это может быть и любая фанера, либо же кусочек просто стекла. Закреплена она вот в такие вот такие бабышечки с запилом вставляются достаточно надежно. Кстати, если использовать для мольберта рейку сечением больше, чем в моем случае 20 на 30 мм, более толстую, можно просто сделать запилы прямо в рейке небольшие, ну до сантиметра, и это все будет, меньше работы будет. Единственное, обращу внимание, что вот эти запилы, они не перпендикулярные рейки, а вот под таким вот небольшим углом, чтобы, собственно, поверхность палитры была параллельно полу.
ну, то есть чтобы наши краски не стекали. Да, и работать при таком положении палитры очень удобно, особенно начинающим, поскольку палитра расположена максимально близко к поверхности живописной работы, и краски находятся рядом, то есть очень удобно подбирать, собственно, сами красочные смеси. Они находятся рядом, освещены одним источником, то есть рекомендую именно такое крепление палитры. Вот еще небольшой момент, чтобы поверхность, чтобы этюдник не скользил по поверхности пола или же стола, можно высверлить, как в моем случае, отверстие в нижних ножках, и, как я, вставил просто кусочки топливного резинового шланга, который можно найти в любом автомагазине. Ну, можно что-то еще придумать резиновое такое. То есть достаточно надежно стоит этюдник на поверхности и гарантирует от всяких падений, каких-то катастроф. Да, еще такой момент, ну, вполне удобно вот с помощью таких крокодильчиков крепить стаканчики, вот как в данном случае для разбавителя или же для хранения кистей, чтобы все это было максимально мобильно и компактно. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Повторюсь, проще конструкцию придумать сложно даже теоретически при относительном удобстве использования подобного рода мольберта. То есть конструкция дешево и функциональна, относительно функциональна. Ну вот, собственно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, до свидания.